Акуна Матата, дорогие друзья, вы на канале Pop Music, и сегодня у нас на обзоре басовый процессор Zumba 6. Это новинка от компании Zoom, мультиэффект процессор басовый, который имеет несколько прикольных фишек. Ну, во-первых, несмотря на то, что он цифровой, здесь для более качественной передачи сигнала используется очень высокая частота дискретизации 88,2 килогерца. Дальше здесь есть аналоговый выходной процессинг, и отдельно они вынесли целых 4 варианта DI для того, чтобы у нас был выбор более качественного звучания. Это вот 2 ламповых DI и 2 транзисторных DI. И, собственно, вот мы сейчас пишем как раз с DI выхода весь сигнал всего сегодняшнего видео. Также здесь есть линейный выход. Также здесь есть возможность подключения 2 инструментов одновременно, например, ладовые и безладовые басы, с возможностью выбора активного входа вот этим отдельным фудсвичем. Далее у нас здесь есть тюнер и тэп-темпо, вот таким вот образом он включается. Ну и вот такой вот весьма симпатичный лейаут у нас всех этих фудсвичей и нобов. Сенсорный тач-экран, и давайте поподробнее ознакомимся с его функционалом. Ну и давайте начнем с того, что мы послушаем 4 типа вот этих смоделированных DI-боксов, которые нам здесь предлагают. Сейчас пока все в байпасе, ни одна лампочка не горит, и звук чистый у нас вот таким вот образом звучит. Включаем первый. Третий. Ну и давайте я сейчас просто подергаю одну струну и попереключаю еще раз, и внимательно послушаем, как это все звучит. Вот, на мой взгляд, вариант Solid State, транзисторный DI, звучит более прозрачно, а вот эти вот ламповые 2 DI, они имеют некий такой легкий ламповый окрас. То есть весьма удачно здесь все это дело смоделировано. Ну что ж, мы уже почти познакомились с функционалом практически всех фудсвичей, кроме вот этого нижнего ряда и вот этого фудсвича. Собственно, вот этот фудсвич, он является одним из основных, наверное, основной, который переключает функционал вот этих 4 фудсвичей. На самом деле здесь все подписано, и этот процессор весьма интуитивный, в нем не так сложно разобраться, но тем не менее. Значит, вот первая функция называется Effect Board, и здесь вот этими 4 фудсвичами вы переключаете эффекты. Вот сейчас у меня здесь патч, в котором 3 эффекта, и я вот могу либо включить каждый из них, либо выключить. На данный момент у меня здесь перегруз, кабинет симуляция и преамп. Вот сейчас звук выключен. Вот я включил овердрайв, преамп и кабинет симуляцию. Давайте пока это выключим. Дальше следующий режим работы. Мы переключаем. Режим работы называется банк и патч. И теперь вот этими 2 фудсвичами мы листаем наши банки вверх-вниз, а этими в каждом банке мы листаем патчи. Вот таким вот образом мы листаем банки и вот патчи листаем. Это очень удобно, если у вас, например, в концертной программе несколько композиций. На одну песню вы, например, определенный банк заготовили с 3 патчами, в другой песне у вас другой банк, там, я не знаю, с 5 патчами и так далее. Очень удобно вот все это переключать. Следующий режим называется Memory, и здесь мы, собственно, организовываем, как наши патчи расположены в банке. Можно вот прям перелистывать их, перекидывать с одного места на другое, как нашей душе удобно.
Ну и последний режим — это режим лупер. Лупер здесь достаточно простой, но функционал, который обычно есть в любом хорошем лупере, здесь присутствует. Здесь есть рекорд, стоп, кнопка undo, что очень важно. Если вы совершили ошибку, вы можете нажать foot switch, и, собственно, у вас отменятся ваши последние записи. Кнопка clear. Здесь есть также настройки лупера, можно перейти сюда. Луп моно, стерео, различные варианты стоп-режима. Что это значит? Первый вот вариант — это когда вы нажали на стоп, у вас просто прекратилась запись. Дальше, когда вы нажимаете на стоп, у вас начинается автоматический овердаббинг, ну и так далее. Здесь еще есть варианты. Также можно луп ваш записанный сделать либо преэффект, либо постэффект. Собственно, сильно глубоко в лупер мы углубляться не будем. Нам интересен этот процессор именно как процессор эффектов. Вот. Хочу просто заметить, что сзади здесь у нас есть такая маленькая дверца для того, чтобы вставить туда SD-карту. И на этой SD-карте вы можете хранить свои лупы, которые вы записываете. Также здесь есть меню настроек, которое вот так вот выдвигается сверху. Куча всяких настроек, начиная с глобальных, заканчивая настройками эффектов, настройками различных патчей. Это мы сейчас все более глубоко посмотрим. Также здесь есть небольшая драм-машина, которую можно тоже настраивать. Естественно, менять темп, менять какие-то там прописанные базовые паттерны для домашних занятий и также для перформансов. То есть встроенная драм-машина вместе с лупером, она может, так сказать, ну, по сути, быть основой для полноценного концертного перформанса. Ну и давайте глянем вкратце на драм-машину. Собственно, вот здесь мы при помощи вот этой вот крутилки темп меняем, BPM, громкость драм-машины меняем. Можно сделать pre-count on или off. И вот здесь мы выбираем паттерны. Вот много разных паттернов. Все по стилям у нас разделены. Вот рок, фанк и так далее. Бит 8-ми, бит там 16-ми. В общем, ну давайте вот выберем фанк 1. Вот, например, такой биток. Давайте выберем что-нибудь рокового направления. Ну вот, например, рок 1. Вот поменял темп. Собственно говоря, ну, много здесь паттернов, несколько десятков. Все их слушать не будем. И, в общем, машина эта здесь есть, работает она отлично. И под нее можно и заниматься, и также делать различные живые перформансы. Ну а теперь давайте, собственно, перейдем к звуку и непосредственно к самим эффектам, которые здесь есть. Для этого включаем эффект борд режим. И вот у нас на экране педал борд. И первое, что мы видим, мы можем вот нажать вот эту вот иконку и назначить вот каждую из наших виртуальных педалей на различные фут-свичи. Здесь их у нас 4, соответственно, педали здесь может быть, по-моему, до 6 в цепочке. И давайте сейчас создадим сами какой-то звук. Вот выбираем, здесь можно в меню отдельно редактировать различные параметры, здесь куча всяких вариантов, но я вот предпочитаю Edit All, он наиболее простой и наиболее быстрый способ для того, чтобы что-то вот здесь нарулить, наредактировать. И давайте вот сначала мы удалим все наши эффекты, которые здесь есть. И теперь мы нажимаем Add Effect и выбираем определенный эффект. Вот нажимаем сюда, и здесь у нас категории эффектов. У нас есть Dynamics, здесь компрессора, фильтр, драйв, перегрузы, преампы, ну и так далее. Давайте... Ну, начнем с драйва. Всем же интересно здесь послушать драйв. Обратите внимание то, что вот здесь в правой стороне есть столбец в процентах, который означает за то, сколько данный вот эффект тратит мощности компьютера, да, CPU в процентах. Соответственно, больше 100%
мы не можем перейти, потому что тогда у нас просто будет перегруз процессора, и это очень удобно. Здесь, конечно, эффекты имеют очень разные CPU, там от буквально пары процентов до нескольких десятков, поэтому вот когда мы делаем наши цепочки, мы обязательно стараемся следить за этим. Давайте вот выберем здесь первый, который мне бросился в глаза, Нью-Йорк Маф. Как можно понять из названия, это, наверное, такая эмуляция знаменитого Big Muff, да, Electro Harmonix. Вот, и удалим вот этот байпас. И послушаем, как звучит Big Muff. В принципе, очень неплохая эмуляция, на мой взгляд. Мы можем зайти внутри самой педали, и здесь у нас есть все стандартные настройки. Вот этими вот ручками, вот этими фейдерами, точнее, этими энкодерами мы можем менять параметры. Вот тон, баланс, громкость и так далее. Все логично и все понятно. Вот, давайте добавим теперь еще один эффект. Зайдем в категорию преампов. Давайте что-то, ну вот какой-то басовый преамп выберем. Вот, ну вот бас-пре, мне нравится. Достаточно тяжелый он, 29%. У предыдущего был, по-моему, 21%. Итого у нас уже 50% в сумме. CPU. Как мы слышим, у нас достаточно сильно окрасился звук. Давайте зайдем в настройки преампа. Делаем чуть тише. Вот я добавил немного низа. Давайте продолжать эксперимент. Теперь нас интересует какая-нибудь кабинет-симуляция. Вот у нас кабинет-симулятор. Здесь куча очень популярных, известных кабинетов, равно как и преампов. То есть здесь в Zoom целая прям коллекция хороших, всем известных, популярных преампов, а также перегрузов и кабинетов. То есть это все основано на реальных каких-то девайсах, которые очень известны. Ну вот как только что мы сказали, пример этого Big Muff. Единственное, что они из-за соображений авторского права не могут использовать название, поэтому они изгаляются, да, выходят из положения и какие-то похожие названия придумывают. Ну, давайте, вот я очень люблю 4 двенашки кабинет. Вот давайте выберем 4 двенашки и послушаем, как это звучит. Зайдем сюда. Здесь вот мы можем баланс регулировать. Также вот крутилка ботом. А также вот 2 микрофона. Выходим отсюда. И давайте выйдем вообще из этого меню. И вот сейчас у нас назначаем каждый из этих эффектов на соответствующий футсвич. И теперь может быть, не самый удачный кабинет я выбрал, потому что он такой немного гнусавый. Но вы поняли как бы идею, то есть здесь большое количество кабинетов, опять-таки несколько десятков, и надо просто время для того, чтобы всех их переслушать, перебрать и сделать именно тот звук, который нужен слушателю, басисту для данной какой-то ситуации. Вот. Также вот обратите внимание, здесь в общем меню есть вкладка User EI. ER это Impulse Response, то есть это как раз свертки кабинетов. Вы можете сюда импортировать свои юзерские
импульсы, если у вас такие есть. Вы можете их где-то купить, вы можете их скачать в интернете, их, в принципе, огромное количество, и можете их использовать. И, собственно говоря, никаких ограничений в этом плане нет. То есть создавать любые звуки, какие вам нравятся. Давайте снова зайдем в наше меню редакции и попробуем удалить вот этот Big Muff и поставить какой-то, послушать еще один перегруз для того, чтобы, ну, ознакомиться с разными вариантами звучания. Ну вот, например, Bass Overdrive. Вот какой-то бас-металл. Bass Octave Fuzz. То есть, как вы слышите, они очень все прилично звучат, по характеру они все абсолютно разные, и можно спокойно нарулить именно тот звук, который вам нужен, именно для той музыки, которую вы играете. Ну и здесь самое теперь время также ознакомиться с еще несколькими категориями эффектов, которые здесь присутствуют, для того, чтобы составить полную картину вообще возможностей данного процессора. Снова заходим в Edit All. Давайте добавим эффект. Ну и, например, давайте зайдем в категорию ревер. Мне очень нравится этот эффект. Вот яркая комната. Вот, смотрите, он нам пишет, что процессор перегружен, да, то есть это говорит о том, что у нас как бы по CPU мы превысили наши все, к сожалению, ну, максимум по CPU перегружен компьютер. И теперь давайте мы просто какой-то эффект удалим. Ну, например, удалим вот преамп басовый и снова повторим эту процедуру, добавим эффект, зайдем в ревер и выберем вот Bright Room. Холл. Очень мне нравится сочетание перегруза с холлом. Давайте холл подредактируем. Добавим чуть-чуть микса, добавим дикея, подлиннее сделаем, при дилей чуть-чуть приберем. Вот такой вот красивый звук мы нарулили, очень приличный ревер, отличный холл. Давайте продолжим эксперимент. Снова в Edit All заходим. Давайте удалим этот холл. И теперь посмотрим на фильтр. Здесь различные фильтры. Есть вот Z-Tron. Помните, была такая примочка очень популярная, автофильтр Electro-Harmonix Q-Tron. Ну вот это вот как раз, видимо, эмуляция Q-Tron. Вот давайте попробуем его выбрать и посмотрим, что у нас. Чуть громкость приберем, чуть-чуть резонанс. Вот такой вот симпатичный получился у нас автофильтр. Давайте послушаем что-нибудь еще. Ну вот басовая квакушка. Этот фильтр мы выключим.
очень много резонанса. Вот такой вот очень симпатичный у нас получился автоквак. Давайте посмотрим еще одну категорию эффектов. Категория, например, модуляции. Здесь есть у нас и фейзер, и тремоло, и питч-шифтер, и все что угодно. Естественно, хорус. Давайте прям пробежимся по ним. Питч-шифтер. Хорус. Еще один хорус. Октавер. Ну, как вы видите, список весьма большой. В принципе, все возможные эффекты, которые только могут быть, они здесь есть. Ну и также у нас, вот здесь есть отдельно категория импульс-респонсов, также есть вот дилей, есть другие какие-то категории, кабинеты, басовые преампы, усилители и так далее. Давайте послушаем пару дилеев и закроем этот вопрос. Аналоговый дилей. Эмуляция ленточного дилея. Реверсивный дилей. Очень красиво. Куча разных дилеев. А еще я бы хотел отметить несколько фишек этого процессора. В частности, то, что он при подключении к компьютеру работает как аудиоинтерфейс, полноценная звуковая карта. Также на компьютере можно установить специальный софт, который называется Zoom Guitar Lab, где вы можете редактировать патчи, пресеты, скидывать их сюда на свой процессор и с процессора обратно на компьютер. Также лупы, записанные лупером, можете перекидывать на компьютер. Вот, что очень удобно. А также при помощи специального Bluetooth адаптера вы можете подключить процессор к вашему iPad или iPhone, и, собственно, ваше Apple устройство превратится в специальный интерфейс для управления этим девайсом, что очень удобно. Ну и плюс ко всему, я не упомянул о том, что здесь есть у нас петля эффектов Send Return, то есть вы сюда можете включить какие-то внешние свои любимые педали эффектов и использовать их в комбинации с этим процессором.
Хочется сказать, что этот процессор меня приятно удивил. Удивил в первую очередь весьма качественной эмуляцией. Собственно, ну мы здесь не все эффекты, конечно, посмотрели, чтобы не затягивать видео, то есть только вершину айсберга такую пощупали, но на самом деле перегрузы здесь очень неплохие, преампы очень неплохие, импульсы кабинетов весьма хорошие. И все остальные эффекты, вот хорусы, дилей, ревера, все мы послушали, и они действительно достойно звучат. То есть из этого процессора можно выжать очень и очень достойный звук, что меня дико порадовало. Что меня не порадовало, это, ну, лагающий экран, вот он не всегда срабатывает сразу, вот. Ну, такое как бы... Я понимаю, что это не iPad последнего поколения, что здесь экран стоит не самый лучший и не самого, наверное, последнего поколения, но, в принципе, как бы это не особо обламывает когда вы редактируете все вот эти вот пресеты. В плане также вот расположения футсвичей он достаточно удобный, все под рукой, а если быть точным, под ногой. Единственное, что, конечно, концертная практика покажет. Я во время обзора его, ну вот, там, час покрутил на концерте. Было бы интересно его поюзать и посмотреть, как вообще все это, насколько это удобно переключать в концерте. Поэтому вот за это ответить сейчас не могу. А в целом, очень интересный прибор с весьма качественными звуками, весьма хорошими эффектами. И да, очень мое позитивное мнение об этом приборе сложилось. На этом, друзья, все. Ставьте лайки, нажмите на колокольчик для получения уведомлений о будущих видео. И до скорых встреч. Увидимся. Акуна Матата, дорогие друзья, вы на канале... Ну так замри, замри. А мы с Гошей даже в это время делаем... Замри, замри, посмотри в камеру. А вы мове, а вы мове, а вы мове, а вы...